Всем привет, с вами Ксюфит. Многие помнят из предыдущих видео, что теперь я живу в другой стране, в Таиланде. Также большинство из вас знает, что я стараюсь правильно и вкусно питаться, поэтому сегодня мы приехали в местный гипермаркет и узнаем, что же здесь есть из правильных продуктов. Погнали! Сейчас мы пришли в отдел мучных продуктов. На самом деле хлеба здесь всего много, разных булочек, круассанов. Но я обычно ем цельнозерновой хлеб, и из более-менее похожего я нашла только один. Вот, если посмотреть в разрезе, он мне похож на цельнозерновой, скажу так, но переводится как он самый. Но на самом деле хлеба мне не хочется, но, кстати, альтернативы есть. На самом деле я большой любитель сыров, и я уже проанализировала все, которые здесь можно, но самый все-таки вкусный для меня это вот эта моцарелла. Я ее уже много раз брала, действительно она прям очень вкусная, поэтому берем. По составу сыр на 99% состоит из коровьего молока, а также соль и ферменты. В целом содержание очень хорошее, и что самое интересное, калорийность здесь не прописана, как и жирность. Но я его уже пробовала, он в целом не жирный, вкусный, поэтому берем такой. Что касается мясных продуктов, я не любитель, потому что, например, в России постоянно туда что-то подмешивают. Здесь же состав так и не указан, поэтому я не рискну пробовать. Но из того, что написано, это в целом куриная как нарезка. В целом выглядит неплохо и более-менее натурально, но я такое есть не рискну. Вот за вот этот кусочек получается 450 рублей. Он стоит даже 400 рублей, 400 грамм. Ну, в целом, как в России. Я долго выбирала сыр, потому что я, еще раз повторюсь, его очень сильно люблю. В итоге остановилась на вот такой моцарелле. Его жирность 22%. И, кстати, стоит он 129 бат, что в переводе на наш получаются деньги, ну, около 300 рублей. В целом, сыр вкусный, и он здесь безумно классно тянется. Поэтому по составу он практически идеальный, 98% коровьего молока, поэтому тоже его берем. Буквально спустя пару недель проживания в Таиланде я поняла, что безумно сильно соскучилась по творогу и очень хочу его. Мы начали ходить в разные магазины и поняли, что здесь творог в целом не распространен вообще, как и вся кисломолочка. Но в Макро есть один творог. Вот он. Он называется Cottage Cheese. Он вкусный, но напоминает больше адыгейский сыр. Также здесь есть сметана, много разных крем-чизов для десертов. Практически в каждом своем рецепте я использую греческий йогурт. И, естественно, сюда я пришла тоже за греческим йогуртом, но я просмотрела все упаковки, которые только возможны, и они вывозят маркетинговым кодом на низкой жирности. Соответственно, они вкус урегулируют с сахаром, поэтому все здесь просто йогурты с огромным количеством сахара. И я посмотрела, без сахара вообще ни одного йогурта нет. Я нашла более-менее по составу йогурт. Кстати, калорийность у них прописана максимально странно. Она либо на целую полностью 450 грамм, то есть на вот этот йогурт прописано 270 калорий и 15 грамм сахара. Это очень много, но если смотреть в целом на полный объем, то не так много. Здесь 90 килокалорий, но, что самое интересное, рассчитано на одну порцию. В одной порции 150 грамм. Получается 2 грамма жирность, кстати, не жирный тоже, что плохо. И сахара 5 грамм на 150 грамм. Ну, в целом,
Это самый лучший здесь вариант, поэтому мы его тоже берем. Помимо цельнозернового хлеба я обычно выбираю также цельнозерновые макароны. И, кстати, для правильного питания здесь тоже все есть. Я уже посмотрела первые макароны, вторые, третьи, четвертый, пятый. Это все цельнозерновые макароны. И, кстати, хочу сказать, что Таиланд — это рай для ППшника. Несмотря на греческие йогурты, макарон здесь много. Но мне лично в Тай вообще не хочется макароны. Я здесь больше по рису и по стеклянной лапше. Тоже неплохо. Молоко коровье здесь обычно очень отличается от нашего, потому что оно супер жирное. Я выбираю соевое молоко, и именно здесь просто целый прилавок с этим. Мало того, что здесь high-protein есть, здесь остальное именно органическое молоко соевое. И, кстати, есть без сахара 2 целых варианта. Шикарно. Кстати, сахара здесь супер мало, то есть 1% написано. Я так понимаю, это дневной нормы. Сейчас посмотрим, сколько грамм сахара. 1 грамм сахара, в целом это очень даже приемлемо. И по жирности 4 грамма. А белочка у нас здесь 25 грамм, как в хорошем протеиновом батончике. Берем? Берем. Я очень люблю разные ПП-рецепты с лавашом, но когда я приехала сюда, я была в поиске лаваша, его здесь нет. Но все-таки альтернатива есть, это тортильи, это цельнозерновые, вот этот. Здесь у нас получается 309 калорий, вот в этом цельнозерновом 282. Это тортилья с семечками. Здесь у нас получается 315 килокалорий, 8 грамм почти белка и 50 углеводов. Ну, неплохо. Ну и жиры здесь, естественно, есть, потому что у нас семечки. Но я прям хочу попробовать вот этот топчик, вот этот хочу попробовать. Обычно все мои рецепты правильные с белочком. Я просто очень не люблю разбивать яйца, выкидывать желток, поэтому обычно покупаю чисто белок. И по всем магазинам я ходила в поиске белка. И наконец-то именно в Макро я все-таки нашла. Смотрите, есть белки. Вот, поскольку у нас холодильник маленький, мы обычно берем 3 маленьких. На наши деньги это получается, ну, в районе 280, даже 300 где-то рублей, как в целом и в России. И что самое интересное, здесь есть прикольные уже сваренные яйца. Причем сваренные они прям так, как я люблю. И они не соленые, обычные. Блин, мне прям хочется попробовать по цене. Ну, около 250 рублей они стоят. 15 яиц. Ну, неплохо. По хлопьям. Обычно в России я покупаю какие-то хлопья без сахара, стараюсь. Здесь я просмотрела все. И, наверное, самый-самый нейтральный это именно вот такие. По составу 373 калории и по сахару на 100 грамм 8,3 грамма. Блин, на самом деле это немало, но из всего это все-таки лучший вариант. На самом деле я большой любитель овсянки, и также многие продукты у меня ППшные с овсянкой. И что самое интересное, обычно в России я беру обычную овсянку и просто перемалываю ее. Здесь же есть уже перемолотая овсянка. По цене получается вот эта пачечка килограмм стоит что перемолотая, что обычная. На наши деньги где-то 250 рублей. Довольно дорогая, но мне вкусно. Поэтому я обычно такую беру. Сразу перемолотую. Очень нравится эта стоечка, потому что это чисто полезные жиры.
Поэтому здесь много-много разных орехов. Вы только посмотрите. Мои любимые лепестки миндаля. Блин, это очень вкусно. И по цене за 500 грамм 500 рублей. Блин, это хорошая цена. Я заказывала на Wildberries за 150 грамм, около 300 рублей я отдавала. Соответственно, в 2 раза здесь дешевле. И все орешки, которые нужны, просто здесь есть. Здесь даже любимая моя макадамия есть. Блин, это очень вкусно. Я, кстати, никогда не пробовал вот эти. Макадамия? Да, вообще ни разу. Очень вкусно вообще. И вот эта ППшная стоечка мне, кстати, очень-очень нравится. Это бурый рис. Вот такая вот. Здесь 5 килограммов у меня дома есть. Это бурый рис. Здесь есть черный рис. Блин, это очень вкусно. Так как они любители риса, я очень рада, что здоровый тоже они выбирают. В Тае очень много разных грибов. Мы уже перепробовали реально разные. Даже вот такие маленькие мы попробовали. Но я поняла, что все-таки для меня ближе всех обычные шампиньоны. Они, кстати, здесь не дешевые, за 250 грамм. Получается в районе 130 рублей. Ну, реально не дешево, но зато вкуснее всех. Поэтому берем шампиньоны. Сейчас мы пришли в овощной отдел. За килограмм помидоров здесь вы отдадите 65 рублей. И за килограмм огурцов в районе 110 рублей. Любимый, мне кажется, или я в раю? Тебе кажется. На самом деле я просто обожаю дурианы. И здесь есть 3 разных вида. Все рекомендуют Монтон. Вот этот дурианчик. Он стоит дороже всех, 189 бат. Ну, то есть на наши деньги в районе, наверное, почти 500 рублей, где-то 400 рублей. И также есть другие сорта. Блин, я вообще очень большой любитель дурианов. Они, конечно, калорийные, примерно 120 калорий на 100 грамм. Но, блин, какие они вкусные, полезные. Вместо десерта самое то. Естественно, когда мы зашли за фруктами, я не могла не взять мангустин. Я увидела, что он стоит здесь 44 бата. Чтобы вы понимали, на рынке он стоит в среднем 120 бат. Поэтому, блин, конечно же, мы набрали килограмм и везем домой, потому что там нас ждет что еще? Еще 1 килограмм. Несмотря на то, что в Таиланде в целом много морепродуктов, мы все-таки решили на ужин сегодня в ПП-шаурму добавить замороженные морепродукты, потому что так получается сразу микс. А набирать всего по чуть-чуть, блин, это гораздо дороже, дольше, и заморачиваться мы не хотим. А замороженных морепродуктов здесь просто обалдеть сколько. А теперь мы оказались в самом топовом разделе Таиланда. Вы посмотрите на это. Рыба мечты. Погнали дальше. Здесь куча морепродуктов. Постой. Почему рыба мечты? Это же не ясь. Ясь. Это не ясь. Смотрите, сколько здесь вкусняшек. Я бы сказала, что это раки, но это что-то типа лобстера. Только посмотрите, сколько здесь вкусностей, честно скажу, запах странноватый. Я думаю, что-то у них здесь потухло, но вот эти морепродукты, это просто... Посмотрите на гигантского кальмара. Блин, я уже все хочу здесь. Из мяса я обычно ем только птицу, но здесь индейки просто нет. А курица, кстати, дешевле, чем у нас. На наши деньги она выходит где-то 250 рублей за килограмм. Блин, это очень хорошая цена, поэтому курицу мы берем здесь частенько.
Чем мне еще реально нравятся магазины Таиланда, здесь много напитков без сахара. Здесь вариантов очень много. Мне очень понравилась Кока-Кола, она Starshine, со вкусом что-то между малиной с клубникой. Поэтому я думаю, возьмем, естественно, она без сахара, без калорий, то есть полностью все по нулям. Побаловаться прикольно, но на постоянной основе я такое не рекомендую. Еще мне очень нравится здесь фанта, вы посмотрите, это неизвестно какой вкус, то есть ты берешь бутылочку и тут какая тебе попадется, то есть это просто микс. Также есть фанта 0 калорий с клубникой, фанта 0 калорий обычная, и это тоже 0 калорий, то есть, блин, здесь реально мечта ППшника. Многие знают, что я не могу жить без жвачек, поэтому всегда их жую, и чтобы вы понимали, привезла в Таиланд, наверное, пачки 4 с собой, полные такие. Я же понимаю, что когда-то они кончатся, и мне нужна альтернатива. Поэтому я все сейчас обыскала, чтобы найти жвачки без сахара. Но чтобы вы понимали, их просто нет. Везде 0 калорий типа, и везде 2 грамма сахара. Вот здесь просто 160 грамм сахара вот во всей этой пачке. Это просто жесть. Это очень много. Я безумно люблю кокосовое молоко. Это полезные жиры, поэтому, наверное, это мой рай. И здесь оно дешевле, кстати, чем у нас в России. Что меня искренне расстроило здесь, я любитель кофе, да, это не полезно, но иногда все-таки я разрешаю себе. Здесь практически все кофе вот в таких пакетиках с добавками и с сахаром. Мы закупились просто по полной, вот такой вот чек у нас получился. На 802 бата покупка. Это на наши деньги 2000 рублей. Вы только посмотрите, загрузили багажник по максимуму, но не все поместилось. Часть пойдет в рюкзак, повнесем на плечах. Поэтому на этом наше видео заканчивается. Подписывайтесь на мой канал, ставьте ракетки и смотрите все видео. И тренировочки самое главное. До новых встреч!